Всем привет, дорогие друзья, на канале Fakemaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Мануэль Манни Эскуэла. Мануэль Манини Эскуэла, главный герой GTA 4. Он также упоминается в балладе о Гее Тони. Манни Эскуэла, пауэртонец, выросший в Южном Бохане. Подразумевается, что он бывший член испанских лордов и бывший наркоман, но теперь он чист и изменил свой образ жизни. Он утверждает, что слишком много обязан улицам и хочет навести на них порядок, чтобы расплатиться с обществом. Однако он также нанял оператора Джея Гамильтона, чтобы тот снимал его проведение дела, из-за чего многие считают, что его интересы только слава и известность. Он работает в общественном центре Уэст Бохан, где руководит программой для молодежи, а также является преподавателем танцев. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Эскуэла, линчеватель, который пытается в одиночку пересечь преступность по соседству, особенно банды наркоторговцев. Однако очевидно, что он гораздо больше заботится о славе и скандальной известности, чем о своем деле, о чем свидетельствует то, как он часто нанимает Ника Беллика, убивает для него бандитов и наркоторговцев. Прежде чем приписать себе заслугу в работе, Нико Мэнни представляет очень эгоистичным человеком, который доходит до того, чтобы сравнивать себя с Иисусом Христом. Называет его фильм «Евангелием улиц», утверждает, что Джей должен снимать его каждую секунду. Он также заявляет Нико, что создал жанр рэп-музыки. Мэнни также очень заботится о своей внешности и в некоторых степени гомофобен. Он часто беспокоится о том, чтобы не выглядеть геем в прямом эфире. Однажды даже нанял Ника, чтобы тот убил нескольких его бывших коллег, просто за то, что он назвал его гомосексуалистом. Манини, вероятно, основан на лидерах Латкингс Антонио Кингтоне Фернандесе, который, несмотря на свою роль в один из крупнейших преступных группировок Нью-Йорка, маскировался под лидера сообщества, как и Мэнни. Он также был героем документального фильма под названием «Латинские короли. Истории уличной банды». Мэнни даже носит черный и золотой цвет ЛК. Его фамилия Эскуэла в переводе с испанского означает «школа». Как и большинство персонажей в игре, Мэнни наденет уникальный шлем, когда будет ехать вместе с главным героем на мотоцикле. Его шлем черно-оранжевый с желтыми полосами. Мэнни упоминает во время одной из миссий, что он стремится быть похожим на одного из тех богачей парней, которые делают компьютеры и лечат СПИД и прочее дерьмо. И иронично намекает на Билла Гейтса и его благотворительную деятельность через фонд Билла и Мелинды Гейтс. Одним из многих благотворительных мероприятий, которые он проводит, является кулинарный мастер-класс Тех-Мех, как видно из вступительного ролика миссии «Чистильщик улиц». Мне не нравятся все хип-хоп радиостанции в машине. Он похвалит Нику за его бит и начнет думать об идеях для его видео. Другие станции приведут к небольшому, но безобидному спору. Фамилия Мэнни написана с ошибкой в Liberty City Post и Liberty Tree. У него такая же фамилия, как у Хавьера Эскуэлы из Red Dead Redemption. Еще один игры созданный Rockstar. Хавьер — мексиканец, преступник, передавший главного героя игры Джона Марстона.
В бета-версии основным цветом его куртки был синий, а не черный. Это можно увидеть в его арте. И в его файле в базе данных LSPD он указан как пропавший без вести. После событий миссии имейте сердце. Влад Глебов также числится пропавшим без вести и в базе данных, несмотря на то, что он был убит. В обоих случаях это произошло, потому что их тела так и не были найдены и обнаружены. В одной из миссий Мэнни предлагает Ника снять о нем сериал под названием «Нико Беллек. Уличное правосудие», на что Ника в достаточно грубой форме дает отказ. В GTA Chinatown Wars неподалеку от убежища в Южном Бохане можно найти граффити с изображением Мэнни. В балладе Алгеи Тони во время миссии Not So Fast Трой говорит Луису: «Про меня будет снимать передачу, хотя ранее этот сюжет должен быть про какого-то пуэрториканского парня из Южного Бохана, но он пропал. Скорее всего, речь идет о Мэнни». Мэнни многократно говорит слово «чувак», которое переводится с английским «man». Скорее всего, его имя является отсылкой к этому слову. Фреска с изображением Мэнни все еще присутствует в общественном центре Уэста Бохане в 2009 году, как показано в GTA Chinatown Wars. Мэнни не нравятся все хип-хоп. Мэнни не... Так. Мэнни не имеет привычку обращаться к другим людям «чувак». Вот так я живу, чувак. Чувак, что это такое чувак? И в общей сложности 78 раз в своих диалогах произносит слово «чувак». Его имя, вероятно, является сатирической отсылкой к этой привычке. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть файлы моментов с прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будут реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Мэнни Эскуэла из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, когда видите промашать ваших экранах, на лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил Лапейк Мейкер.